Всем здравствуйте! Сегодня у нас Powerbolt 2 из предыдущего обзора, приложуха Dark Lab, и посмотрим на все. Мы. Блок питания включен. Смотрите. То есть мы его подсоединяем. Все работает, да? Выключаем. Значка Bluetooth нет. Так. Как нам было? Так. Чпок. Вот так. Теперь. Здесь мы видим, вот он, то, что он активен постоянно. Подрубаемся. Даже вот, несмотря на то, что он погас, все у нас окей. То есть я его могу включить. Вот оно работает. Все регулируется. Включается и выключается. Так, это у нас Power панель eGIF. 3 уровня, да. Голосовой контроль у меня не подключен. Firmware. Update, окей. Chicken. Вот, да. Ну, даже что-то грузится. Угу. Dismiss. Dismiss мне здесь. Так. Заходим. Работает, и на этом спасибо. Current version 1. По факту что-то обновилось, но ничего не обновилось. Тут мы можем менять герцы. О, кстати. Вы гляньте. Bluetooth появился. Может, это он появляется, когда мы заходим... Все понятно. Короче, он появляется, когда мы коннектимся приложением, верно? Верно. Да. То есть он сигнализирует о том, что вы подключены к чему-либо, а не просто, что у вас работает Bluetooth. Kill switch. Ну, по факту здесь все осталось прежнее. Давайте посмотрим eGIF. Сейчас стоит нулевой уровень. Ну вот на ампере он, как первый Powerbolt, не обрубается. То есть нагрузку держит. Хорошо. Выключаем. Первый. Вот он появился. G1. Попробуем сейчас включить. Выключить. Там кто-то писал, типа, в комментах мне, что надо подождать пару секунд. Ну, давайте. Пускай вот он работает. Там секунд 5 уже прошло, и мы пробуем. О. Так, я думаю, что нам надо увеличиться. Хотя бы до 9, чтобы объективно видеть. Итак, я дотрагиваюсь до эксцентрика. И сразу теряю в оборотах. До 5,6. При этом нагрузку я даю вообще маленькую. Вот чуть-чуть дотрагиваюсь. И прикол в том, что вот он сразу скидывает по минималке. Вне зависимости от нагрузки. То есть я могу резко дать сейчас. Вот. А могу медленно давать.
И все равно он скидывает. Но крутящий момент хорош. То есть на низах он маслает. Непонятно только логика опять. То есть, ну окей, даже хорошо, мы выключимся. Кто-то там писал, что может быть он не срабатывает. Еще раз. Да, все то же самое. 5,5 и гуляй. EGIF. Чпок, второй уровень. Так, G2 появилась. Я так и не могу понять их логики работы Егива. Он непонятен мне. То есть, что от чего зависит? Я объективно не вижу разницы между, допустим, первым и вторым уровнем. Давайте третий. Тоже вот какие-то забабоны. Сейчас все норм. 9. Все то же самое. Я вот чуть-чуть прислоняюсь. Пошел сброс. То есть, на мой взгляд, они все три работают одинаково, абсолютно. Я не вижу никакой логики. Потребление тока, то есть, оно везде плюс-минус, вот он сейчас до 5,5 спустился, держит, да. Давайте попробуем его обмануть. Если он... Ты что, дурак, что ли? Так, что это получается? Вот вам и программный баг был. То есть я нажимаю кнопку вниз, он включается. Что это? Кнопка вверх, он включается. А тут ничего не включается. Я регулирую все. Исправьте, пожалуйста. Мы опустимся до 5 вольт ровно. При этом EGIF у нас 3 уровень. 4,8. 5,0. Да, он типа опять скидывает. То есть еще ниже. Хорошо. 6. Угу. Бля, вот это, конечно, дрыгалка на экране, полная таз. Нахрен вы пихаете вот это слово sensing после каждого нажатия? И оно получается блин-блин-блин-блин-блин-блин-блин-блин. Говно.
Короче, не знаю, ребята. Чините прошивку вот эту, потому что, ну, алло, вот что это? Что-то там запнулся на старте. Процент, ну вот вы сделали мобильное приложение. Почему в мобиле нельзя хотя бы сделать процентами индикатор? Сколько процентов? Короче, как итог. Гастон, если ты каким-то чудом посмотришь этот обзор, доработайте, пожалуйста, прошивку. То есть то, что вот происходит с включением при регулировке, плюс с каким-то затыком, не есть хорошо. Индикация батареи стала вообще нулевая. А что это? То есть почему? Тут показывает полную, тут не полную. Сейчас он включится, и она будет наверняка полная. Хотя он полежал буквально тут пару минут, пока я отходил к клиенту. Я хотел бы услышать или увидеть объяснение работы eGiva, как он работает не на словах, а на техническое объяснение работы eGiva. То есть, да, вы показываете тут, типа, что жесткость, вот она тут просела, тут еще больше. По факту я не заметил разницы между тремя режимами, если исходить из показаний амперметра и вольтажа. Они все работали одинаково. Что еще? Допилите, сделайте выключение Bluetooth. Людям, которые не пользуются вашим приложением и работают без педали, зачем жрать батарею этим постоянно включенным Bluetooth? Выключите его. То есть, если я выхожу вот в общее меню, вот он постоянно висит у меня. То есть, чтобы он не висел, мне приходится меню вот это, кстати, тоже. Зачем мне постоянно держать кнопку? Это неудобно. Сделайте, допустим, тройное нажатие кнопки для перехода в меню, и дальше вот этими кнопками я уже сам щелкаю, что мне надо и с какой скоростью я хочу это получить. А так сиди, жди как олень, пока оно все там тебе промаслает это все меню, а вдруг ты там на что-то отвлекся и заново все это маслай. Выключаем. Ах, вот, блядь, видите, я прошляпился, и сейчас мне опять надо ждать, пока я найду нужную функцию. Что это было? А, это он так выключается. Супер! Короче, прошива очень сырая. Прям очень. Поэтому я вам рекомендую оперативно выпустить обновление, иначе это просто ни в какие ворота не лезет. Насколько я знаю, претензий уже достаточно много, и стоило бы вам пошевелиться, скажем так, с новой прошивкой. Вот, на этом все. Всем спасибо за просмотр и всем пока.